Всем привет! Сегодня мы продолжим свой рассказ о крепости Аланья. На этот раз мы будем говорить о нижней части крепости с восточной стороны полуострова. Здесь находятся еще два символа города – это Кизилькуле и Судоверфь. Доехать можно также на автобусе номер 1, я говорила о нем в первом видео. Кизилькуле была построена в 1226 году во времена правления Алладдина Кейкубата I для защиты гавани и верфи от нападения с моря. Поскольку при строительстве каменные блоки после определенной высоты было трудно поднять, верхняя часть была построена из обожженного красного кирпича. Здание представляет собой восьмиугольное строение, ширина каждой грани 12,5 метров, диаметр 29 метров, высота 33 метра. Имеет 5 этажей, включая цокольный. На вершину башни ведет каменная лестница с 85 ступенями. В центре башни находится цистерна, обеспечивающая водой с 1 по 4 этаж, работоспособная и сегодня. Мы выходим на стену, с которой раньше можно было попасть в средний замок Эхмедек. Сейчас в целях безопасности посетителей стоит решетка. Прогуляться можно, но недалеко. Несмотря на простой внешний вид, этажи имеют разную планировку. 3, 4 и 5 этаж выполнены в форме открытой террасы. На террасе посередине видно устье цистерны. Предполагается, что раньше здесь были желобки, по которым вода собиралась в цистерну. По кругу расположены выходы вентиляционных шахт, 2 ряда по 8 на каждую сторону грани строения. Некоторые этажи предназначены для стрельбы из лука, другие содержат отверстия, куда заливают горячее масло. Часть башни с красным кирпичом была восстановлена в 1953 году. Мы спускаемся вниз, идем вдоль дикого пляжа Терсане, того, что находится прямо под стенами крепости. Проходим практически по стене в сторону Судоверфи. Аланья Терсане Шипьярд, построенный в 1228 году, имеет торговое и военное значение. Верфи Аллая и Синоб, построенные во времена правления Алладдина Кейкубата I, позволяли совершать военные и торговые экспедиции в Средиземное и Черное моря. Был проложен торговый путь сельджуков, соединяющий два города, и на пути было построено множество караван-сараев. Благодаря этим двум верфям Алладдин Кейкубат получил титул султана двух морей. Верфь Аланьи – единственная верфь сельджуков, сохранившаяся в первозданном виде. Его строительство было завершено в очень короткие сроки – за 1 год. Длина фасада верфи, обращенного к морю и состоящего из 5 арочных ячеек, составляет 56,5 метра, а глубина – 44 метра. С одной стороны верфи находится мечеть, а с другой – караульное помещение. Место, специально выбранное для верфи, максимально освещено дневным светом. Надпись над входных воротах верфи изображает герб султана Кейкубата и украшена розетками. Как вы видите, сейчас это музей. Здесь можно увидеть макет средневекового корабля, потрогать древние инструменты. Дальше есть проход в сторону башен Терсане и Топхане, но он был закрыт, что нас очень разочаровало.
Терсанная башня для защиты верфи от нападения. Тапхане – это сооружение высотой 10 метров на скале, построенное из тесаного камня. В 1228 году это оружейная палата, где отливали пушки для военных кораблей. Министерство культуры и муниципалитет Алании продолжают работы по преобразованию верфи Тапхане в морской музей, поэтому надеемся, что вскоре вход туда будет открыт. На этом наш второй экскурсионный день завершен, но мы с вами уже скоро встретимся и поговорим о пешей прогулке с великолепными видами на скалы и море. Всем спасибо, пока-пока.